Здравствуйте, мои дорогие раки! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 20 по 26 июля, соответственно. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Я колоду уже перетасовала, и основную, и дополнительную. И сейчас мы приступим к раскладу. Прежде чем я приступлю к раскладу, я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Мне будет приятно знать, что вы посмотрели, что вам не безразлично, соответственно, то, что я это видео записала. Итак, давайте посмотрим. Начнем мы с понедельника. Понедельник, шестерка мечей. Давайте сразу всю неделю выложим, посмотрим. Вторник, девятка пентаклей, замечательная карта. Карта принцесса мечей на среду. На четверг карта влюбленные. Девятка мечей в пятницу. Туз жезлов в субботу. И карта отшельника на воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть первая карта. Это карта шестерка мечей, которая в целом показывает человека, удаляющегося на этой лодке куда-то вдаль. О чем может говорить эта шестерка мечей? Почему она выпала у вас в понедельник? И почему именно в начале недели? Скорее всего, она говорит о каких-то переменах, которые у вас здесь могут происходить. Более того, эти перемены могут быть связаны с физическим перемещением куда-то. Вы можете куда-то прямо ехать, перемещаться. Да, возможно, вы здесь проходите, знаете, какую-то адаптацию в какой-то ситуации для вас важной, оставляя прошлое позади и двигаясь к чему-то совершенно новому, качественно иному. Также, возможно, здесь можно говорить о каком-то процессе исцеления или периоде, когда вы проходите опять-таки трансформацию в изменении в лучшую сторону. Можно говорить о том, что вы здесь проявляете очень много интереса и любопытства в том, чтобы разобраться в каких-нибудь вариантах, которые вам предлагаются, возможностях, которые дает вам судьба для того, чтобы поменять ситуацию к лучшему. Опять-таки изменить что-то к лучшему. Для кого-то здесь действительно может быть какая-то поездка или хороший шанс на удачу. Учитывая королеву жезлов, которая здесь тоже имеется, здесь может быть общение с огненным знаком зодиака, это лев, овен или стрелец, а также по королеве жезлов у вас много энтузиазма, у вас много вот этого огня, страсти, прилива энергии, которую здесь показывает эта королева жезлов, держа на ладошке этот огонь, да, она улыбается с этим жезлом поднятым вверх, можно говорить о том, что она наполнена энтузиазмом, уверенностью в том, что там, куда она едет, то, что ее ждет впереди, это нечто действительно хорошее, заманчивое, потрясающее. И она знает, что она делает. То есть здесь ощущение радости от тех перемен или путешествия, которое у вас происходит. Либо от какой-то переписки с кем-то. Вот вы общаетесь с кем-то, что-то на расстоянии здесь обсуждаете, но опять-таки у вас прилив энергии, бодрости, сил какой-то. Возможно, от этого общения. Может быть, просто потому, что такие события в вашей жизни здесь сейчас происходят, которые переполняют вас эмоциями в понедельник. Следующая карта у вас девятка пентаклей, показывает такую молодую девушку, которая в окружении пентаклей находится. И в принципе она говорит, эта карта, о каком-то успешном завершении работы, которое принесло вам плоды, принесло результаты, возможно, материальное вознаграждение. И вы можете здесь, испытывая радость от вот этих вот денег, от этих выплат, может быть, от зарплаты, себе что-то приобретать здесь, да, по девятке пентаклей. То есть окружать себя чем-то, что вам хочется, что вам приятно, что делает вашу жизнь богаче, что делает вашу жизнь комфортнее. Но в целом здесь ощущение успеха. Поэтому можно говорить об успехе как таковом. Для разных людей он может по-разному проявляться. Да? Ну, вот чем вы для себя этот успех представляете, но здесь скорее о материальном успехе, хотя дополнительная карта, которая вам дается здесь к девятке пентаклей, это двойка чаш, то есть ощущение единения душ, ощущение радости от общения с другими людьми, с другим человеком в частности, потому что здесь больше двойка о паре какой-то идет речь.
Возможно, ощущение благополучия, достатка в паре, в отношениях. Возможно, ощущение единения там с близким другом, ощущение родства душ. Может быть, здесь по двойке кубков вас кто-то поздравляет с чем-то. Или вот что-то такое здесь происходит. Какой-то обмен эмоциями, тоже позитивный по двойке кубков. Потому что здесь очень много дружбы, очень много, может быть, любви. Или каких-то позитивных вещей, связанных с вашим ребенком. Потому что двойка кубков — это еще и детская карта. И вместе с девяткой пентаклей, опять-таки, ощущение успеха. Скорее материального, может быть, и не только материального, но в любом случае успеха. Следующая принцесса мечей для вас, воздушный знак, может показывать общение с воздушным знаком зодиака. Это весы, близнецы или водолеи. И также принцесса мечей — это в первую очередь любопытный человек, который является таким исследователем. То есть вы можете здесь пытаться разузнать какую-то информацию по пажу мечей. Возможно, вы здесь обладаете максимальной решительностью в том, чтобы разобраться в каких-то вопросах или что-то детализировать для себя, или что-то изучить, потому что она изучает, она как хороший такой сыщик, да, она находит нужную ей информацию в книгах, в интернете, узнавая у других людей, спрашивая у знакомых. То есть вы здесь узнаете какую-то информацию, которая вам нужна. И также вы здесь имеете хороший шанс, который вам выпадает в этот день, и вы должны обладать решительностью, смелостью, быстротой и быстро мыслить, быстро думать для того, чтобы это решение не ушло, вернее, эта возможность не ушла, принять решение действовать. Вот она, принцесса мечей. И также вы будете очень честны с окружающими, вы будете им говорить свою правду, говорить то, что вы думаете. И вместе с тузом мечей, который здесь также выпадает, опять-таки здесь такая лесенка в ее сознании, то есть возможность разобраться в себе, возможность, вот здесь какие-то формулы изображены, знаки, да, разобраться в каких-то знаниях, может быть, что-то для себя почерпнуть новое. Поэтому туз мечей, возможно, решить какую-то проблему путем отсечения, такого кардинального решения. Ну, в любом случае очень много решительности, смелости, которая здесь присутствует в среду. При этом в четверг карта влюбленная, карта союза, пары. Может быть, какие-то важные для вас взаимоотношения в паре будут иметь большое значение. Возможно, здесь речь идет о важном выборе, потому что влюбленная — это еще и карта выбора, и вместе с восьмеркой жезлов быстрые, стремительные события, которые происходят здесь в вашей паре, или быстрые какие-то решения, которые нужно принять, когда быстро нужно сделать выбор, допустим, по восьмерке жезлов, то есть стремительно. Возможно, здесь какой-то будет прорыв в отношениях или прорыв в парных отношениях, какого-то результата можете получить, соответственно, по восьмерке жезлов. Но в любом случае здесь о какой-то скорости идет. Возможно, скорость касается общения. Это может быть общение с вашей второй половинкой, но, к примеру, там на расстоянии в виде телефонных звонков или сообщений. Но это в любом случае какой-то быстрый обмен информацией. Или какие-то быстрые события, которые здесь происходят. Или вот какой-то быстрый старт. Может быть, движение, связанное с этой вашей второй половинкой. Ну, в любом случае карты хорошие. При этом в пятницу девятка мечей, карта переживаний. Здесь она называется карта отчаяния. На самом деле так. То есть видно, что она как будто плохо спит ночью. Она здесь совпадает, кстати, со второй колодой. По девятке мечей показывает действительно серьезные переживания, волнения, тревоги из-за чего-то. Возможно, бессонницу, возможно, какая-то работа, которая не дает вам спать ночью, и вам приходится заниматься какими-то делами. Возможно, вы сомневаетесь в том, правильно ли вы что-то сделали, и начинаете стыдиться какого-то своего поступка или винить себя из-за чего-то. И, собственно, поэтому здесь эта девятка мечей показывает вот эти переживания, ваше накручивание себя, соответственно, какие-то тревоги, которые не дают спокойно отвлечься от этой ситуации. В любом случае вы чувствуете какое-то напряжение, давление со стороны, может быть, или стресс, просто тревожитесь из-за какой-то ситуации, или находитесь в ловушке иллюзий, когда вы чересчур много думаете о чем-то, что вас беспокоит. Ну, в любом случае, здесь не самая позитивная карта. Да, может говорить про общение с человеком знака, ну, близнецы, допустим, если из воздушных говорить, но не знаю, даже в целом достаточно такая не очень она может быть приятная для вас, поэтому будьте, пожалуйста, осторожнее в пятницу. Следующая карта у вас туз жезлов, она у вас есть в
в субботу показывает готовность действовать, опять-таки решительных каких-то перемен, желания, и по десятке пентаклей, касающихся вашей семьи, раки. То есть здесь вы действуете в отношении вашей семьи, детей, в отношении вашего финансового будущего или какой-то долгосрочной перспективы, касающейся ваших финансов или вашего будущего вашей семьи по десятке пентаклей. И карта отшельника в воскресенье, которая выпадает с пажом кубков, с водным знаком, с вашей стихией, говорит о том, что вы здесь по отшельнику, скорее всего, проходите определенный какой-то путь сознания, развития своего и мудрости, которая здесь необходима вам для того, чтобы какой-то хороший шанс рассмотреть, обдумать, потому что он вам выпадает, и у вас есть возможность за него ухватиться. Вы можете получить какие-то хорошие новости, возможно, здесь. И это для вас будет открытием, скорее всего, позитивным, как светом, таким лучиком надежды, которая вам дается. В целом очень хорошая на самом деле карта. Здесь может быть как возможность, которая вам выпадает, но вы, кстати, по отшельнику можете почему-то от нее отказаться. Но вы в любом случае рассматриваете всерьез какое-то предложение или какой-то шанс, который вам здесь дается, и стараетесь принимать решения не импульсивно, не чувствами, не эмоциями, а исходя из опыта и знаний, которые вы получили. Карта отшельника, возможно, говорит про общение с человеком знака Девы или с кем-то старше вас. То есть по отшельнику это кто-то, вот, может быть, более старший родственник или какие-то вопросы, касающиеся вот по отшельнику какого-то человека, который, может быть, мудрее, может быть, старше, может быть, как-то для вас авторитетен. Возможно, даже вы спрашиваете у него совета, как лучше поступить в этой ситуации. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков мы завершаем. Неделя с 20 по 26 июля. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Буду очень рада ответить на ваши сообщения. До скорого.